Ты чувствуешь, что с ним что-то не так. Но он молчит, исчезает, путается в словах. Ты ловишь странные знаки, но не понимаешь, что они значат. А если он скрывает что-то важное? Что если его мысли совсем не там, где ты думала? Сегодня карты откроют всю правду. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшний расклад о нем, о мужчине, который живет в твоих мыслях, но не дает ясности, что он скрывает, вернется ли, какие намерения скрываются за его поступками, и давай узнаем прямо сейчас. Смотри. Наше онлайн-гадание. Мы начнем с вопроса, который прояснит для нас очень важный аспект. Что происходит в его жизни прямо сейчас, в эту минуту. Настройтесь на себя, на своего партнера, на своего мужчину. Сегодня расклад Таро больше подходит для женщин, но и для мужчин он также может быть немаловажно. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Десятка кубков, он счастлив. Как минимум, у него ощущение того, что он не один, что он в компании, но больше это, конечно же, о семье, и как минимум он чувствует себя не одиноким, защищенным, нужным, способным принимать и давать счастье. Чему он радуется прямо сейчас? Он радуется красоте и тому, что не нужно никуда торопиться. Возле него сейчас та женщина, которой он доволен, которая для него красива, которая для него умна и чиста. Торопиться по этим двум картам он никуда не собирается. Его позиция достаточно статичная. Он точно 100% никуда не торопится. И каких-то резких движений делать в ближайшее время, по этой карте он точно не будет. Мы посмотрим потом немножко позже на планы, но вот здесь и сейчас ему торопиться точно некуда. Хорошо. В чем он видит для себя настоящую радость? В чем он видит для себя настоящую радость сейчас? Для него настоящей радостью есть женщина. Это королева жезлов. Это женщина с юга. Это женщина темная. Может быть рыжая. Эта женщина умеет управлять ситуацией. И эта женщина, скорее всего, его жена. Дальше что еще происходит? Давайте спросим, насколько сильную власть имеет эта женщина над ним сейчас? Насколько она сильна? Она сильна настолько, что, возможно, этого мужчину это не устраивает. То есть она сильна настолько, что он закрывается в себе. Хорошо. Есть ли какое-то недопонимание или какие-то претензии друг к другу у этих двух, у этого короля Пентаклей и у королевы жезлов? Здесь рыцарь мечей. Вообще у них есть недопонимание, и это недопонимание, оно проявляется в ссорах, скандалах, агрессивном поведении, агрессивных действиях. С чьей стороны агрессия может быть? Скорее всего, агрессия со стороны вот этой женщины. Почему? Потому что ей важна инициатива, ей важно понимание. В той ситуации, где мужчине все понятно,
женщине понятно не до конца. Понимаете, да, о чем? Хорошо, давайте еще спросим. Что объединяет его с этой женщиной? Что является вот, ну давайте там не клеем, а цементом, да, вот, или связующим звеном этого мужчины с этой женщиной? Ну, у него есть к ней чувства. Да, они могут быть на конфликте, но здесь, вот видите, женщина здесь в центре. И у нас сегодня 7 карт, да, составляют цикл. Да, и вот мы можем взять вот эту карту семейную, и вот этот туз кубков, это 11 кубков или весы кубков. То есть, как не было бы вам, как бы вам ни казалось, между этим мужчиной и этой женщиной, кто бы она ни была, жена или женщина, которая им управляет, есть некий баланс. Да, это может быть несовместимость какая-то, да, это может быть конфликт, недопонимание. Но в целом мужчину устраивает, женщину в целом не устраивает, но даже при этом, ну, при этой ситуации или при этом распределении сил есть некий баланс, который удерживает в равновесии эти отношения. Это нужно понять. Хорошо, давайте теперь посмотрим, о чем он молчит. Да, вот его молчание, и вот, допустим, если у вас вдруг нету связи с ним сейчас, вот, спросим, какие могут быть вот тайны, сомнения, ложь, внутренние страхи. Да, вот о чем он молчит. Давайте спросим, как он видит для себя, этот мужчина, настоящее счастье. Настоящее счастье. Даже давайте так скажем, не настоящее счастье, а семейное счастье. Все-таки это больше о семье. Как он видит именно семейное счастье, или в чем он видит семейное счастье? Ну, семейное счастье он видит в гармонии внутри себя. То есть он видит семейное счастье там, где ему в кайф быть. Он видит семейное счастье в муже для жены. То есть он видит себя мужчиной в семье, от которого, который спокоен и дает то же самое. То есть по системе брать-давать. То есть я даю позитивную эмоцию и получаю позитивную эмоцию. Поэтому он видит себя в семье. Он, знаете, есть люди, которые не могут себя интегрировать и представить. А есть такие, которые могут. Вот он может. Да, возможно, ему может быть и трудно. Хотя, я бы даже сказал, он, скорее всего, даже без труда может быть семейным человеком. Этот мужчина, да. Хорошо. Говорит ли он вам правду? Звезда, чувство, король чувств и искренность, да, вот она тут здесь о чистоте, о искренности. Говорит ли он вам правду? Нет, до конца правду он вам не открывает. И это, вот от этого, возможно, ваше сердце и болит. То есть ему что скрывать. Хорошо, давайте, что он скрывает? Вот тройка мечей, то, что ранит ваше сердце, что он скрывает. И смотрите эту карту, если вы готовы узнать правду. Сейчас может выпасть, ну, такая карта, которая, в принципе, и не очень хорошая. Но для чего-то же вам нужно ее услышать. Если не готовы, перемотайте дальше. Окей. Ну, он скрывает свою неуверенность и скрывает где-то, возможно, какой-то момент, связанный с деньгами, с работой и, ну, со своими успехами в аспекте самореализации. Вот именно, да. Хорошо. Хорошо. Чувствует ли он власть вот этой женщины над собой, кто бы она ни была? Это можете быть вы или ваша соперница. Чувствует ли он власть этой женщины над собой?
Да, она его напрягает. И да, при том, что она его напрягает, он не может ее бросить, он близок к ней. То есть он не хочет, чтобы это был тотальный контроль, а здесь тотальный контроль на самом деле. И это ему мешает. Но избавиться он от этого не может. Давайте спросим, какова истинная причина здесь того, что он, с одной стороны, ему это не нравится, а с другой стороны он не может избавиться. Истинная причина этого. Но истинная причина отдаления, то есть он не может быть дальше, дальность и дальность, отдаления. Он не может быть дальше, чем он сейчас. Хорошо. Что его тогда привязывает? Так, да, вот что его реально держит, да? Рыцарь жезлов — это энергия. Его планы, мужские планы, находятся на дистанции от нее. А она, на какой бы дистанции ни была от него, имеет на него энергию какую-то, да, энергетическое влияние. Ну, если отбросить здесь магию, мы не смотрим здесь магическое влияние, да, может быть, мы где-то и просмотрим его, увидим, да. Но как минимум их общая цель, она пока что на данный момент, ну, имеет что-то общее, да, тавтология, да, получается, имеет что-то общее. То есть у них есть общие цели, вот так вот. Окей, хорошо. А любит ли он вот эту женщину по-настоящему? Или настоящая ли это любовь? Ну, здесь может быть и по-настоящему, и тут по-разному бывает. Вот так вот хаос. Пустая карта. И здесь вот в этой пустой карте вам нужно прочувствовать, это общий расклад. Здесь может быть что угодно. Я не могу сказать. Здесь есть любовь, и здесь ее нет. Почему так и как так? Можете поставить на паузу, написать в комментарии. Мне интересно почитать, как такое может быть, когда и есть любовь, и нет любви, да, одновременно. Вот что это за состояние такое? Я вот с потока здесь не отлавливаю. Здесь, знаете, почему-то у меня может быть человек... Ну, у меня почему-то такое ощущение, что этот король растворился. Как это так получается? Может быть, он полностью доверяет, да, ей. Может быть, он под какими-то веществами, там, условно говоря, там, под алкоголем, там, не знаю под чем, да. Ну, король кубков — это часто и алкоголь, и вещества. Вот. И тут же туз кубков и хаос, да, понимаете, да. То есть его эти эмоции, да, устраивают как бы, но тотального контроля он не приемлет. Ну, тогда он не позволяет себе быть дальше, чем он есть. Почему? Потому что цели общие. То есть есть некие хаотичные такие энергии, которые объединяют его и ее, кто бы это ни был, вы или соперница. И это вот делает эти отношения сумбурными такими, да, но жизнеспособными. Хорошо это или плохо, напишите в комментарии, можете поставить на паузу. А мы сейчас как раз перейдем с вами в блок, в следующий уровень, и будем смотреть вот его чувства на самом деле. Вот смотрите, на самом деле он открыт к вам или нет? Вот эти вот король кубков и десятка кубков. Он на самом деле открыт для вас? Вот то, что вы видите, это открытость или не открытость? Ну, ни да, ни нет. Это процесс. То есть это он так открывается. Это в процессе. То есть можно сказать, что он и открыт, и можно сказать, что он закрыт.
Это как парадокс кота Шрёдингера, извините, да, правильно сказал первый раз, где кот одновременно и жив, и не жив, да? Он и открыт, и закрыт. Вот парадоксально, да, вот как тавтология, но в хаосе есть. Он вот как бы как в физике, вот свет это и волна, и частица одновременно в зависимости от позиции смотрителя, да. То есть тут зависит от ситуации все, да. Ну, это такая вот жизненная ситуация, как по мне. Но вот оно в развитии. Он может закрыться, может открыться. И по ситуации, да. Еще раз, ни хорошо, ни плохо. Так есть. Окей. А давайте спросим, что ранит его сердце больше всего теперь? Что ранит его сердце больше всего? Тройка мечей. Ну, он до конца не понимает. И, знаете, все-таки вот эти мечи, они вот где-то с одной стороны, двойка мечей, да, и вот эта повязка, они с одной стороны от того, что его устраивает позиция и не устраивает одновременно. Ну, тут попахивает такой бинарочкой, биполярочкой, но давайте не будем сваливаться в психиатрию здесь, да, ну, допустим, вы оба там адекватные, да, люди. Всякое бывает, у каждого своя степень неадекватности, поэтому, ну, знаете, у меня такое ощущение пока, что ему удобно сидеть на двух стульях одновременно. И он связан, и это его устраивает. Такой как бы этот плен ему не нравится, но он как бы сладок. Бывает такое? Бывает, поверьте. Хорошо. Давайте теперь дальше посмотрим. В его чувствах, в чем он больше всего сомневается? В чем он чувствует максимальные сомнения? Смотрите, мужчина, сомнения. В чем у него наибольшие сомнения? Ну, во-первых, больше всего он сомневается в себе. Как ни дивно, мужчина здесь. В своих способностях, в своем ресурсе. Хотя мужчина здесь достаточно такой зрелый. Но бывает и перезрелый. Там, то есть такое бывает, что зрелый, а ресурса уже не хватает. Там бывает. Но он еще может и сомневаться в магии. И он может подозревать эту женщину. Кто эта женщина? Ну, сами вы решаете, да, в этом раскладе, общий расклад. Королева жезлов — это лев, овен и стрелец обычно, или темная женщина, или рыжая женщина. Так вот, он может чувствовать какие-то влияния магические, да, и сомневается в своей магии, да, в своих способностях. Окей. Давайте спросим, что угнетает его больше всего, или о чем он больше всего сожалеет. Вот эта карта пятерка кубков. Ой, или о последнем конфликте, или о том, что он поконфликтовал, или о том, что он играет или заигрался. Здесь похоже и на конфликт, и на игру. Больше похоже. Тоже 50 на 50, не могу сказать, да, тут 50% конфликта, 50% игры. Вот такое двойственное сегодня. Ничего страшного, для чего-то мы должны побыть в этом состоянии с вами. Хорошо. Чувствует ли он, что ему нужно, давайте смотреть, что ему нужно вас простить? От прощения. Чувствует ли он, что ему нужно простить вас? Да, чувствует. Но он ищет, как бы подбирает к этому ключи сейчас. Вот так вот почему-то у меня идет отшельник. И мужчина достаточно здесь не глупый. Да, он, знаете как, не глупый, но он иногда делает такие глупости, что на него смотришь и такой думаешь: блин, ну как ты так мог, да? Вот такое вот почему-то у меня идет из этого. Если у вас так, то напишите, а если у вас наоборот: блин, ну я от тебя этого и ожидала, или я от тебя этого ожидал, да? Смотрите уже по ситуации. Хорошо.
Давайте посмотрим, какое самое противоречивое чувство у него к вам. Смотрите, здесь агрессия, а здесь отдаление и страсть, наоборот, такое вот вообще самое противоречивое чувство, которое вас разъединяет. Ну вот королева мечей, смотрите, он не хочет, чтобы вы за него думали, решали, там, принимали решения. Не хочет быть осужденным, ну, осуждаемый вами, да. Ну и вас не особо хочет судить, да, то есть он так спокойненько, он такой больше, он не будет вас там булить, обвинять. Вот тут вот тот случай, когда больше буллинг будет идти как бы с вашей стороны. Вы будете давить, и вот чем сильнее вы давите, тем больше он в оппозицию встает, да. Это, ну, отношения, где сила действия рождает соответствующую силу противодействия, да. Вот чем сильнее вы на него, тем сильнее он вам в ответ, да. Ну, такой вот он лапочка, да, ну, такой вот, да. Или... Женщина здесь еще проявляется, видите, как весы где-то. Здесь чистый овен, здесь чистые весы, видите, близнец, весы. Здесь огонь, вот женщина, она здесь идет, скорее всего, огненно-воздушная, а мужчина земноводный. Слышите? Еще раз, женщина огненно-воздушная, а мужчина земноводный. Земноводный, тритон, жаб, да, змей. А женщина огненно-воздушная, это дракон прям. Вот эта парочка, Мартын Таударочка, да. Прикольно. Ну ладно. Хорошо. Давайте, с каким чувством он не может разобраться. Смотрите, здесь чувство, а здесь хаос. С чем не может разобраться, с каким чувством? Блин, самая такая карта. Действовать ему дальше в вашем направлении или нет? Еду я в Израиль или не еду в Израиль? Да, вот так. Как в анекдоте, помните? Еду в Израиль, не еду. Ну, кто знает, тот в теме. Кто в теме, тот знает. Смотрите. Здесь вот у него чувство перемен. Вот когда он чувствует, что что-то поменяется, он начинает сокращаться, да. Как кто? Ну, как хамелеон, да, то у него был один цвет, да, и одно настроение, а тут другое. Вы предлагаете, там, давай куда-то поедем, да, например, или там, давай то, все, да, какое-то изменение. То есть он статичный, да, статичный. Он такой тихий океан, или тихое море, тихая гавань, тихий омут, а в тихом омуте черти водятся, да, ну так. Поэтому он не может разобраться, нужно ли вам сближаться, нужно ли ему напрягаться, амбиции свои какие-то проявлять. Да? Такая вот инфантильность, причем она не обоснована ничем. Ресурс, по идее, должен быть. Ну, король пентаклей, ну, король кубков, да, даже отшельник, он о ресурсах. Отшельник об исчерпывающихся ресурсах. Маг, но маг у нас под сомнением, кстати. Здесь он сомневается. Окей. Ну и он еще может сомневаться в чувстве семьи. Быть не до конца уверенным. Может быть, где-то амбиции переоцененные здесь по этой карте идут у этого человека. Но амбиций у каждого из партнеров здесь хватает, так что эти амбиции, когда сталкиваются, порождается вот этот гром и молния, вот этот рыцарь появляется. Понимаете, да? Хорошо. И вот давай посмотрим мысли, что он вот задумал по поводу тебя. Есть ли у него какие-то хитрые планы, да? Потому что он такой вроде бы как инфантильный. А вдруг за этой инфантильностью он скрывает в мыслях что-то. Ну, чувство мы просмотрели, чувство это как бы более глубокое. И мысли еще мы можем видеть, да, в проявлениях, а чувства нет. Вот давай посмотрим мысли. Есть ли у него какой-то конкретный план, хочет ли он там сблизиться или наоборот исчезнуть, удерживать тебя в подвешенном состоянии. Давай так, что он планирует? Первая карта, тройка пентаклей, это как раз растущие планы. Вот какие планы он планирует развивать? Ну, смотри, он планирует тебя учить, обещать, вести с тобой переговоры. То есть в его планах
как бы активный диалог и поучение, наставление. Да, наставник. Ну хорошо. В принципе, эти планы здесь по Иерофанту, они могут быть и планами семейного человека, да? То есть он планирует продвигать планы семейного человека. Хорошо. Давай спросим дальше. Что не входит в его планы? Вообще. Вообще не входит. Никак. Видишь, он сближаться пока не готов. Там прямо брак, вот если ты его хочешь прям в брак, не хочет. Если он в браке, то тоже разрывать брак не хочет. Вот этот вот момент, тут он хороший и плохой одновременно, да? Наше сегодня такое биполярное такое состояние в раскладе. Туда-сюда одновременно. Хорошо. Что он сделает в ближайшее время? Что он сделает в ближайшее время, маг? Ой, будет тянуть резину, десятка пентаклей, но может что-то подарить тебе, кстати, такое дорогостоящее, ценное. Может сделать ценный подарок и вот будет опять затягивать. Десятка пентаклей — это такая резиновая карта. Чем дольше, тем лучше. Ну, может пригласить с семьей познакомить, например, да. Или будет решать семейные какие-то вопросы, проблемы, вот такое вот. Семейные дела. Хорошо. Планирует ли он с тобой усугублять конфликт? Может резко сделать какую-то подляну, выкинуть. Даже, смотри, он может не собираться там какую-то подляну тебе сделать, выкинуть, но это будет выглядеть с его стороны как-то некрасиво. Вот так вот. А с его стороны он посчитает, что это нормально. Вот тебе и двойственность, да, в этом раскладе. Хорошо. Смотри. Будет ли он еще сильнее отдаляться от тебя, отшельник и пятерка мечей, да, вот такая комбинация некомфортная мне. Будет ли он еще сильнее отдаляться? Десятка мечей. Да, есть риск того, что эти отношения, они как бы внезапно прервутся, да, внезапно прям прервутся по какой-то причине. Ну, давай посмотрим, какая это причина может быть. Вот что его может... Вот тут королева мечей, здесь десятка мечей, здесь отшельник. Что, кто может стать причиной? Ну, девятка мечей. Ну, любые обострения, любые абсолютно хаотичные здесь. И девятка мечей, и десятка мечей, они уже вот 19 дают солнце какую-то ясность. Ну, абсолютно средь бела дня, как говорится, да. Любая накаленная ситуация может стать причиной разрыва. Пятерка, десятка, 15 дьявол, видишь. Здесь солнце, ну, если даже я присоединю 15, 9, 24, 6. Ну, в принципе, влюбленные. Но здесь больше влюбленные, если вы как-то друг другу надавите на чувства, на любимую мозоль в чувствах, да, вот так вот. Но это может стать. Ну, а вообще любое осложнение, оно ведет к еще более худшему осложнению. Поэтому этот расклад тонко намекает о том, что сейчас, вот в ближайший период времени, осложнять ситуацию, если вы не хотите потерять эти отношения, не надо. И если вы хотите разорвать эти отношения, то лучше продавить, да, и тогда у вас, скорее всего, будет какой-то там разрывчик, да, может возникнуть, открыться, ну, могут открытые дороги появиться в новые отношения, в другие, да. Или эти отношения перейдут на какой-то другой этап, да, здесь колесница, то есть должно что-то сдвинуться. И у меня такое ощущение, что все равно оно так долго не будет, да, то есть его как бы с одной стороны устраивает, а с другой стороны оно ему болит, как любимая мозоль. Хорошо. Что его останавливает? Что его останавливает? Судьба пока, вот видите, я же говорю, что может быть где-то сейчас не стоит сильно надавливать друг на друга, а может быть
знаете, есть активная позиция, да, в отношениях, и наоборот пассивная. Ну, скорее всего, вот у меня такое ощущение, что кем бы вы ни были в этих отношениях, но ваша позиция должна быть пассивной. И если вы королева жезлов здесь, то лучше отпустить хватку, потому что вы пережимаете, ну, как бы передушиваете партнера, да, так, перекрываете ему кислород. А если это не вы, то у вас настолько сильный соперник, соперница, что, ну, вы проигрываете, то есть, ну, вы прилагаете усилия, где их, ну, пока не надо, может быть, и прилагать, да, то есть нужно какой-то другой подход, другое действие, light, да, может быть, более light и гораздо проще, нежели вы себе придумали, да, вот так. Тем не менее, пока что, вот видите, у вас он, да, в планах, вот в задумках его, да, есть колесо фортуны, судьба, и есть иерофант. Ну вот если мы сложим этого иерофанта и это колесо фортуны, мы получим дьявола, к сожалению. Дьявол — это созависимость, поэтому он не хочет тебя бросать, потому что с одной стороны прям все классные карты, с другой все фиговые, и это судьба. Поэтому вы где-то находитесь, где-то на каком-то этапе кармической отработки с этим человеком, да, можно это назвать кармическими отношениями. Хорошо. Вот сейчас у меня идет такой поток посмотреть, ну вот, вернется ли он, да, давайте посмотрим. Если да, то с какими намерениями? Вот, кстати, вот здесь у нас карты, они покажут будущее, развитие событий, будет ли он снова рядом, куда ведет дорога его, в вашу сторону или в другую сторону. И давайте первое. Здесь, знаете, иерофант. Но все-таки у меня этот иерофант про обучение. Все равно. Чему он научился уже в этих отношениях, да? Да, он научился тому, что бы он ни делал, у него все равно все хорошо. То есть он настоящий трансерфер, да? Не знаю, у вас так ли? Может быть, наоборот, он так научился, что у него действительно все классно, а у вас постоянно как колесо фортуны. Полоса белая, а полоса черная, а потом на букву «Ж». Напишите как. В общем, чему он учится? Он учится перекручивать все так, что ему всегда комфортно. Может, он пытается и вас научить тому же. Может быть. Но уже тут все зависит от того, как вы воспринимаете. Поэтому первая карта, которая открывается, вернется ли он? Да. Так он никуда и не девался, с другой стороны. Да. Хорошо. Давайте тогда спросим. Есть ли шанс, вот представьте себе, вдруг есть треугольник. Вдруг у вас. Ну или если это не треугольник, но вам что-то мешает. Есть ли шанс избавиться от треугольника и от того, что мешает? Да, да, есть. Паж жезлов. Новая идея, новые чувства. Ну и в этих отношениях в том числе. Новый какой-то подход, новое видение. Перезагрузка этих отношений, да, вот такое. По пажу жезлов это какая-то информация новая, но это постоянно вот какой-то смычок такой, да, вот как будто бы вам нужно потянуть за какую-то веревочку, то есть, ну, это опять-таки взаимодействие и на дистанции, и вблизи. Может быть, какой-то подход новый к сексуальным энергиям, да, может там сексуальные игры, допустим, то есть что угодно, да, тут хаос у нас. Поэтому, да, можно. Хорошо. Нужно ли прощать этого человека, да, вот, ну, о прощении давайте спросим. Ну, то есть, смотрите, то, что там вас простить, мы уже смотрели. Вам его. Ну, туз мечей пока да. Да, и
даже вот эту обиду вам вообще нужно отсекать. Видите, она здесь обида, конфликт, пятерка мечей. Ну, оно и дает вот эту перезагрузку по этой карте. Видите? Хорошо. Давайте так спросим. Что он будет делать в самое ближайшее время? Вот, ну, там, с минуты на минуту, да? Что планирует делать? Ну, он может вам проговорить особенно, да? Или показать, что он думает, что он чувствует. То есть он будет заявлять о себе. Ну, король жезлов — это король планов, да? То есть в ближайшее время он заявится или заявит тебе о своих планах и намерениях. Ну хорошо, какие это будут планы? Король мечей. Он хочет тебя наказать почему-то. У меня такое ощущение. Все-таки. Видишь, пошли короли. Меч пошел сразу. Ну так, знаешь, наказать, ну, оно жестко накажет или нет? Жестко. Но тут уже нужно поставить на паузу и написать: ты любишь как пожестче или понежнее, помягче. Ну, в плане любви, да, жесткое наказание в плане любви. Ну, тут такое может быть. Сама понимаешь, король жезлов и король мечей — это и пожестче, и посильнее, и в аспекте любви и сближения. Поэтому, ну, где-то у вас может быть примирение такими энергиями сексуального характера может произойти, да. Ну, всякое бывает, а почему бы нет? То есть идет ли тенденция сближения? Да, но на конфликте. Давайте спросим, почему так происходит? Ну, пока что в этом выход есть. В этом есть выход. И даже вот эта энергия конфликта, энергия сексуального конфликта, она дает выход энергиям. Ну, пока его энергии так. Это вообще кокон на самом деле. И осознание за пределами кокона. Мы не можем понимать, почему так. Потому что у него такой мир, а у вас такой мир. Вот такое вот толкование и объяснение здесь в этой ситуации. Поэтому просто такое его степень осознанности, его кокон, его мир, он такой. Окей. Хорошо. Давайте зайдем тогда в мир, вот в слои мистики. Мы уже там внизу в самом, да, находимся, как раз самое время. Столько карт уже нас. Вот если влияние магии, негативных энергий, ну вот такого. Есть ли флер магический здесь? И вот маг выпал, да, давайте проверим эту карту. Ну, здесь есть магия со стороны женщины, которая заинтересована материально. Особенно если она телец, дева или козерог. Если не привязываться к знаку зодиака, то это магия денег, это магия экономической выгоды и магия женщины, которая не хочет терять свои позиции. Ну, выпадает прям женщина. Скорее да, чем нет. Ну, вторая карта прям дает силу. И здесь может быть, ну, особенно если она еще и вот этот Овен, потому что я ее сразу так заподозрил. Ну, королева жезлов — это всегда ж ведьма у нас, да. Но есть сильное влияние, ну, которая влияет на перспективу опять жезлы. Смотрите, огонь, и я бы сказал, что да, мы не делаем здесь диагностику на негативное влияние, это отдельный, да, у нас расклады мы делаем, но мы так спросили посмотреть, да, есть ли магия, скорее да, нежели нет, к сожалению. Ну и давайте еще контрольный выстрел, да. Ну, рыцарь кубков — это чувство. Да, скорее там что-то может быть похоже или на приворот, опой, вот такое. Ну, а вообще это рыба, а рыба это скрыто. Да, что-то есть скрытое. Ну, давайте так. И кто не любит вот магию смотреть в раскладах, у некой женщины есть очень сильная женская энергия, которая очень сильно влияет на перспективу ваших отношений. Ну и тогда уже сами понимаете, вы это или
соперница, если она есть в раскладе. Хорошо. Давайте тогда посмотрим, исходя из вот этого всего, что мы почувствовали, вот как вам правильно действовать сейчас, да, вот главный совет карт, чтобы вот ты не допускала ошибок и взяла ситуацию под контроль, вот, да, или вот под этот контроль. Вот давай 3 карты. 1, 2, 3. И назовем его, эти 3 карты, 3 твоих шага или 3 совета для того, чтобы укрепить, не навредить. Первый совет. Ой, мечтать не вредно, но сними розовые очки. 7 кубков. Второй совет. Знай себе цену, но не перегибай палку. И, ну, вот если вдруг у тебя вот прям губа вот так вот висит прямо на финансовый аспект, на роскошь, ну, иногда надо закатывать губу назад. А то можно на нее наступить, упасть и еще себе навредить, да? Ну и третий момент. Ну и продолжай пользоваться своей магией, да, то есть, ну, если не веришь в магию обряда ритуала, пользуйся своей женской или мужской магией, если ты с точки зрения мужчины смотришь. Теперь ты знаешь всю правду. Теперь ты видишь, чего он не сказал или не говорит. Судьба открыла тебе завесу, но что ты сделаешь с этим знанием? Выбор остается за тобой. Если ты сейчас чувствуешь, что это правда, значит, это расклад для тебя. Подписывайся на канал, оставляй комментарии, если чувствуешь, что нужно копнуть поглубже, оформляйся на личные расклады. Все будет хорошо. До встречи. Пока-пока.